Привет, друзья! Сегодня замечательная задача про бильярд. Есть такая классная игра, есть несколько разновидностей бильярда. У нас классический или русский бильярд, там 16 шаров. Вот в начале игры они устанавливаются такой треугольник в виде пирамидки из 15 шаров, потом треугольник снимается, 16-м шаром пирамидка разбивается, начинается игра, забиваем в лузу. Это для тех, кто не знает, как играют. Диаметр шара 68 миллиметров, толщина стенки этого закругленного, отмечу, треугольника 10 миллиметров. Делается он из ясеня, дуба или из пластика. И вот требуется найти наружный периметр. Наружный периметр этого треугольника. Понятно, что есть наружный, внутренний. Внутренний будет меньше, наружный больше. Число π возьмите с точностью 3,14. Хотя я однажды взял с точностью 3. Так принимают в Японии, в Китае, в США, в школах. Ну вот меня там сильно наругали и сказали, что я малограмотный человек и не знаю, сколько π. Итак, поэтому, чтобы больше меня не ругали, возьмите π приблизительно 3,14, придется что-то посчитать. Напишите, кто играет в бильярд, кто, может, вчера играл. Ну, мы начинаем наши расчеты. Все на экране, все написано. Итак, задача, конечно, не сложная, но интересная. Мне такие задачки нравятся. И вот такие страны, как я рассказывал, Эстония, там, и Сингапур занимают в Пизе. Есть такой мониторинг международный Пиза. Первые места. И почему? Потому что там задачи даются с практическим содержанием, вот такие вычислительные, а не чистая евклидовая геометрия. Ну, что я сделаю? Я проведу... Ой-ой-ой. Радиусы в точке касания с этими сторонами этого закругленного треугольничка. Ну вот, прямолинейную его часть. Не буду ничего сильно тут доказывать, объяснять, всем как бы все понятно. Вот я получаю тогда 3 дуги по вершинкам, да, нужно найти сумму их длин, и сумму длин 3 вот этих отрезков, вот, прямолинейных, которые вот соединяют эти дуги. Вот одна у нас будет дуга, вот вторая будет дуга какого-то круга, какой-то окружности, правильно? Третья дуга и 3 прямолинейных отрезка. Вот вначале я подсчитаю длины дуг. Смотрите, что я замечу. Если бы у нас был обычный равносторонний треугольник, получили бы углы 60 между касательными. Ну вот к этой окружности, которая большая окружность нашего бильярдного шара. Тогда вот этот уголок будет сколько градусов? Ну, 120 градусов. 120 градусов. Верно? Верно. Значит, дуга вот, будет составлять третью часть длины окружности, но радиуса не такого, как у нас, а побольше. Вот посмотрите, это радиус, да, R1. И чему он равен? Он равен сумме нашего радиуса, наш радиус будет 34, и плюс, ну, толщина этого треугольника 10. Получается сколько? 44 миллиметра, да? 44 миллиметра. Это радиус, правильно? Радиус. Вот 3 таких дуги вместе дадут вот окружность, полную длину окружности радиуса R1. Верно? Верно. То есть я запишу, что дуга 1 плюс дуга 2 плюс дуга 3 дадут мне длину окружности 2πr1, потому что там угол 120 градусов, 123, это 360, полный угол, правильно? И это будет равно R1 у меня 44, это будет 88π, и все зависит от того, с какой точностью будем брать π. А теперь посчитаю вот длины этих отрезочков МК. Вот возьму синенький для удобства и скажу, что проведу вот такой отрезок через центры. И тогда окажется, слева у меня от точки О до точки там П, что получается? Радиус, да, моего бильярдного шара. Здесь получается тоже радиус шара. И плюс 1, 2, 3 диаметра. 2 радиуса дают диаметр, получается 4 диаметра. 4 диаметра, да? Ну, а диаметр 68, d 68. Получается 4 умножить на 68,
Это 2,72, по-моему, да? Миллиметрах. И надо умножить на 3, потому что таких отрезков 3. Получается 6, 7, 3, 21, 816. Ну все, осталось посчитать. Итак, периметр наружный моего треугольника вот этого бильярдного равен 88π и плюс 816. Ну, это все в миллиметрах, правильно? В миллиметрах. Ну, можно в скобки взять, написать миллиметры. И если взять π с точностью до 3,14, если взять π с точностью 3,14, то мы получим примерно 109 сантиметров. Ну, вот если взять π с точностью 3, получим 108. Вот. И это, конечно, отличается. Поэтому все зависит от того, с какой точностью берем π. 109 сантиметров в качестве домашней задачи. Я вам предлагаю найти площадь этого треугольника. ДЗ. Найти площадь, вот, скажем так, наружную площадь вот этого треугольника. Ну что ж, попробуйте спросить у своего искусственного интеллекта наружный периметр треугольника в русском бильярде. Что она вам ответит? И напишите в комментариях, а я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что смотрите нас. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.